Мы только что добавили в наш проект TRPC, чтобы быть уверенным в наших типах. В этом уроке я предлагаю создать скрипты для проверки типов на фронтенде и бэкенде. Приступим. Для бэкенде нам необходимо создать команду, которую мы назовем type. Это название произвольное, просто мне нравится type. И дальше нам нужно вызвать команду tsc. Это та же самая команда, которую мы вызываем при билде, но с флагом NoEmit. Флаг NoEmit обозначает, что нам на выходе не нужны никакие файлы, нам нужно просто проверить типы. А также для большей прозрачности я предлагаю принудительно указать путь к нашему TypeScript конфигу, который будет определять, каким правилам проверять наш код. Хорошо. Вызовем проверку в backend. Для этого вызываем pnpm types. И видим вот такой вывод. Он обозначает, что ошибок нет, поэтому он буквально пустой. А теперь давайте добавим ошибку и посмотрим, как это будет выглядеть. Так, допустим, мы объявим переменную x типа number, а передадим в нее строку. Вызываем проверку типов, видим ошибку. Отлично, проверка типов на бэкэнде работает. Давайте добавим проверку типов на фронте. Все аналогично. Project, tsconfig.json. Но у нас здесь два tsconfig. tsconfig.json и tsconfig.not.json. Напоминаю, tsconfig.json нужен, чтобы билдить наше веб-приложение, а tsconfig.not.json нужен для работы с самого вайта. То есть вот для этого, по сути, файлика. Соответственно, нам нужно вызвать эту команду дважды. Сначала для одного tsconfig, а потом для второго. Угу. Так, проверим, работает ли это. pnpm type. Так, хорошо. А давайте добавим такую же ошибку и убедимся, что он ее отловит. Ну, теперь вот наоборот. Строка, которой мы присвоили число. pnpm type. Угу. Ошибка отловлена. Давайте я вам покажу пример более реальной ошибки с типами, которые приятно отлавливать такими скриптами. Допустим, мы на бэкэнде однажды по каким-то причинам поменяли данные, которые возвращает один из наших endpoint'ов. Ну, например, у идеи теперь не имя, а title. И с точки зрения бэкэнда у нас все хорошо, да, мы не видим никаких ошибок, нас все устраивает, и мы думаем, что все у нас нормально. Проверяем типы на бэкэнде, и они действительно в порядке. А потом мы проверяем типы в нашем веб-приложении и видим ошибку. Потому что в этом файле у поля ID не существует свойства name. Переходим в этот файл через command-клик и видим, что действительно такая ошибка есть. Удивляемся, почему, наводим на ID и видим то, что действительно name нет, есть title. Также мы можем просто кликнуть на get IDs, попасть в backend, разобраться, почему это произошло, и внести соответствующие правки. Ну, либо мы здесь меняем на title, и ошибок больше нет. Либо мы просто на backend возвращаем все как было, и в данном случае так и сделаем. Проверим еще раз типы. Типы в порядке. Мы знаем о том, какие типы возвращаются с бэкэнда благодаря TRPC. И в сущности, если наши типы совпадают, мы можем быть почти уверены, что наше приложение работает хорошо. TypeScript нас не защитит от каких-то логических ошибок, но от ошибок, связанных с типами, он нас защищает прекрасно, что позволяет нам быстро двигаться, быстро масштабировать код. Однажды что-то поменяв, мы сразу видим все места, где нужно что-то в соответствии с прежними изменениями подправить. С типами разобрались, поехали дальше. Момент. Обратите внимание, у нас появился файл tsconfig not tsbuildinfo. То есть все остальные изменения это те, которые мы сами хотели сделать, а вот этот вот файл нам буквально не нужен. Это системный файл TypeScript, который образуется во время билда тех проектов, в котором указан композит true. По факту он нужен TypeScript, но нам он здесь вообще не нужен. И я предлагаю сделать так, чтобы он хранился в какой-нибудь другой папке, на которую мы внимание обращать не будем. Иначе он нас будет просто отвлекать, и вообще непонятно, зачем нам его здесь видеть. Для этого нужно вот в этот tsconfig добавить вот такую строку. То есть мы ему говорим, что мы хотим, чтобы этот файл хранился в node-модуле в папке .cache вот под таким вот названием. Еще раз его сохраняем, удаляем
вызываем в webApp PNPM types. Вот, и обнаруживаем, что этот файлик больше нас не раздражает. Так, проверяем, отсюда он тоже убрался. Ну все, да. Все, теперь точно все. Спасибо. Поехали дальше.